Всем привет! Хотел бы сегодня поговорить с вами про такой корабль, как Defender Banu, и представить его, рассказать немножко подробнее про него. Сразу хочу предупредить, что это мое первое видео, я никогда этим не занимался, никогда ничего не делал, и это первый мой опыт. И если будут какие-то рекомендации, понравится, не понравится, дайте фидбэк, чтобы я знал, что мне делать. Также в дальнейшем, если мои видео какие-то будут набирать просмотры, если кому-то будет что-то интересно, то я дальше буду при обзоре влаживать лор про тот или иной корабль, который будет доступный к этому кораблю. После этого видео потом залью также лор по Defender Banu. Что ж, посмотрим его внешний вид. Выглядит это как пришельский корабль от Banu. Очень красивый корабль. Почему делаю первый обзор сразу на этот корабль? Потому что этот корабль я покупал в свое время как стартовый пакет. В свое время мне очень помогли с этим. Я его купил довольно недорого, и я очень в него влюбился. Да, он дорогой. Он стоит 220 альфа-сторов. И если смотреть, по-моему, в Арии Лории 18, где-то около 6-8 миллионов. Точно тоже не помню, не скажу. Как стартер, то, что я сказал, что он уже очень дорогой, он очень классный, так как в нем есть все необходимое для стартера, чтобы возить вашу попку. Да, вы не можете в нем возить груз, но это превосходный истребитель, на котором вы можете вести бой. Длина этого корабля 25 метров, ширина его 20 метров, высота его 8 метров и вес что-то чуть больше, чем 78 тонн. Такие вот ступенечки у нас для захода. Что внутри? Стойка для оружия 1, стойка для оружия 2, место копилота, место пилота. Вы можете управлять кораблем как от пилота, так и от копилота. Спокойно можете разместить свое оружие, будет находиться здесь. Также у нас здесь есть стор, который занимает 700к. Также можете хранить свои вещи. Важная вещь: кроватка для одного игрока, кроватка для второго пилота. Почему важная кроватка? Потому что в игре есть система логаут, что вы можете зайти и выйти с игры. Если вы налетались, навозились, сделали миссии, то вы спокойно вышли с игры и все. И можете идти дальше по своим делам. Пришли назад, зашли в игру и появились ровно же на этом месте, в этой кроватке, на месте там, где вы вышли. В бою выйти нельзя. Займем место пилота. Очень в этом корабле мне нравится его обзор кабины. Вы находитесь в такой маленькой полусфере, в которой в случае опасности можете катапультироваться. Есть реджект. Также очень удобно, у него находится 4 дисплея MFD, которые очень легко, гибко под вас настраиваются. Делаете абсолютно то, что хотите. Пока будет открываться у нас запрос на ангар, могу показать вам кораблик внешне, как он выглядит от пилота. Не знаю, что случилось, почему лаги, фризы, Star Citizen как всегда. В принципе, игра работает нормально, но сейчас после нового патча 4.8.1 что-то идет у нее не так. Когда он слаживается, вы убираете шасси, происходит трансформация корабля, что очень тоже прикольно выглядит. Внешне вообще кораблик мне напоминает какого-то краба, не знаю, космического. Как я говорил, вот справа одна сфера, в которой вы сидите. Это основной пилот, это второстепенный пилот. И с того места вы можете управлять. По вооружению у него идет тахионные пушки 3-го размера, которые я рекомендую прям настоятельно заменить на что-то другое.
Конкретно моя рекомендация, я всегда летаю на дедболтах, так как это баллистическое оружие. Да, кончаются боезапасы, но они проходят сквозь щиты и пробивают урон. Что касаемо внутрянки корабля, корабль имеет щит S2 класса. Кстати, про щит можно сказать отдельно, потому что здесь стоит Сукаран. Ихний банушевский щит считается самым лучшим щитом в игре. Ну, по крайней мере, второго размера. Так как он поглощает помимо энергетического урона, также поглощает баллистический. Потом буду делать тесты, вы сможете увидеть, как если с баллистики по вас бьют, то у вас проседается щит, а не проседается корпус. Можем сделать с вами миссию, чтобы посмотреть, я показал в бою, что этот корабль может, плюс-минус, чтобы вы понимали. Так как это инопланетный корабль, и как во всех инопланетных кораблях, в этом корабле уникальный квант. Сейчас вы его увидите. Очень красивый и мне очень нравится. Конкретно по вооружению можете использовать М5А, но если большие корабли типа Андромеды, Старлансера, вам будет сложно их пробить. Поэтому я рекомендую использовать баллистику, с ней проще всего. Как раз в этой миссии будет Андромеда, и вы можете увидеть, что делает баллистика с Андромедами. Андромеда, ее потом. Да, по маневренностям он не такой, как Стрелка, не такой, как любой другой легкий истребитель. Он большой, поэтому кораблю легче попадать, но у вас хороший щит. Как вы видите, у этого корабля также хорошая маневренность. Вы можете избегать атак, догонять, уходить. После боя покажу максимальную скорость. По МФД справа видно, что баллистические снаряды проходят щит дедболта и наносят половину урона по корпусу, что облегчает вам жизнь, так как вам не нужно снести полностью щит, чтобы нанести кораблю урон. После этого боя я, наверное, вставлю вам в конце тоже видео с одним боем. Вы увидите, что там будем летать, играть с кораблем, у которого баллистический, с Вангвардом, у которого баллистическое оружие 5 размера, извиняюсь. И вы увидите, что когда он будет по нам наносить урон, половина этого урона будет уходить в щиты, и корпусу вообще не будет наносить никакого урона, так как Сукаран, этот щит, который у нас стоит, он блокирует баллистический урон. Все. Вот такой красавец. Очень, повторюсь, нравится мне внешне. Но я бы не рекомендовал его покупать за реальные деньги. Если хотите купить Бану, то купите на Ари 18 его за Store Credit, будет гораздо лучше.
И хочу вам показать еще раз квант, так как я тогда крутил кораблем, мы быстро пролетели, никто его не увидел. Выберем куда-то подальше. Каждый инопланетный корабль имеет разный квант. Вот так он выглядит с кабины. Вот так от третьего лица. Спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментарии, что я могу добавить, что я не сказал, что лучше убрать, что хуже, чтобы я понимал, как мне развиваться и что мне делать. Также вставлю, как говорил, со вторым боем, там где с авангардом воевал, посмотрите, как его 5-я пушка проходит бои. Спасибо, что посмотрели. До встречи.